Сегодня в рамках Олимпийских встреч РИА Новости мы проводим круглый стол на тему влияния Олимпийских игр на экономику города и региона. Можно до бесконечности, наверное, говорить, что мы не готовы к такого рода мероприятиям в полной мере. Здесь проявляется все, что касается и сложностей соблюдения процедур разных, и типичные наши болячки и болезни в виде коррупции, просто воровства, неумение оценить эффективность каких-либо там мероприятий и так далее, и так далее. В этой связи, пожалуй, несколько таких соображений по отдельным пунктам. Первое. При подготовке к Олимпийским играм в полной мере проявилось то, что мы действительно не имеем пока установленных процедур получения важного, ответственного, высокоэффективного результата. То есть та дилемма, которая сложилась в самом начале этапе подготовки к Олимпийским играм, осуществлять ли закупку, например, здесь каких-либо товаров и работ для подготовки к Олимпийским играм, или делать это по процедурам через государственную корпорацию, был выбран именно второй механизм, который как раз позволяет максимизировать усилия для получения конечного результата. Я сомневаюсь, что мы смогли бы получить что-то подобное, если пошли бы просто, например, по пути соблюдения закона о государственных закупках, знаменитого 94-го ФЗ, когда все бы увязли в каких-то там тяжбах и сложностях выбора поставщиков, не получив готовые просто какие-то объекты. Это как бы первое такое соображение. Второе соображение. Мне кажется, что сейчас считать финансовые, допустим, вложения, которые делаются в Олимпийские игры, и, кстати говоря, паралимпийские игры тоже, они с точки зрения финансовых вложений, пожалуй, не менее, так сказать, важны. Так вот, считать сейчас это все-таки дело очень бессмысленное. Не зря даже правительство, перейдя сейчас к формированию бюджета, в том числе на основе государственных программ, исключило из предварительного списка государственную программу, специально направленную на подготовку к Олимпийским играм. Все-таки очень сложно сейчас вычленить весь тот набор мероприятий, который посвящен как раз подготовке к Олимпиаде. Вычленить с точки зрения каких-то расчетов. Я думаю, что необходимый контроль контрольные органы в любом случае осуществляют, даже иногда излишний контроль, но точные оценки этого нужно давать уже, наверное, после проведения этого мероприятия. Мы не можем сдвинуть февраль 2014 года на какой-то более отдаленный срок в силу каких-то разных сложностей и трудностей, с которыми нам приходится сталкиваться. Вообще нужно понимать, что вот как раз олимпийский контракт, который был подписан городом Сочи с Международным олимпийским и Международным паралимпийским комитетом, он содержит в себе очень много требований к городу Сочи. Там есть специальные требования, например, к поведению таксистов, к системе общественного питания, к банковскому обслуживанию в городе, к учреждениям культуры, которые должны быть общедоступны, в том числе для людей с инвалидностью, к фармацевтам, еще к целому категории жителей, обслуживающих каких-то инфраструктур в городе, чего почему-то у нас очень часто игнорируется. То есть у нас делается акцент на то, что мы, построим некое необходимое количество спортивных объектов, построим некие новые гостиницы, но сам город, он должен кардинально преобразиться. Это огромный вызов для города Сочи, который останется магнитом для притяжения россиян в будущем, в силу просто такой специфики городской, И нам нужно понимать, что то, как там сейчас перестроится инфраструктура, перестроится малый бизнес, от этого зависит и то, как будет страна жить в последующие годы. Поэтому клубок проблем, который здесь возникает, он самый разнообразный. И зацикливаться просто на том, что Олимпийские игры – это какое-то одномоментное мероприятие, которое пройдет, и мы, так сказать, будем о нем долго вспоминать, не стоит. Нужно думать и о том, что они оказывают как раз существенное влияние на не только Сочи, не только на Кубань, но и на жизнь всей страны в целом. Нет задачи, чтобы все олимпийские объекты окупились сразу после окончания Олимпиады. Это невозможно, в принципе. Я вам скажу даже больше.
подобные события, вообще события как туристское мероприятие, начинают работать после окончания этого события. То есть эффект наступает на следующий год, через год, он пролонгирован. И если мы, например, вспомним 300-летие Петербурга, то, конечно, само 300-летие Петербурга со всеми проблемами, связанными с протоколом, с официальными лицами, не было туристским мероприятием. Но сам факт проведения простимулировал рост пассажиропотока, например, из такой консервативной с точки зрения выездного туризма страны, как США, на 25%. Американцы вообще не любят ездить за пределы США в турпоездки, но в Петербург после 300-летия наблюдался рост даже оттуда. Я уж не говорю про близлежащие европейские страны. Здесь мы говорим ровно о том же самом. Олимпийские игры в Сочи, безусловно, являются фактором развития всевозможной инфраструктуры в этом городе. Но не только. Они еще являются фактором привлечения к этому городу глобального внимания. Приведу данные Министерства курортов и туризма Краснодарского края, который оценивает, что к 2017 году, я повторяю, мы говорим о пролонгированном эффекте, потому что с окончанием Олимпийских игр ничего не заканчивается, все только начинается. Значит, число отдыхающих в Сочи они оценивают 13 миллионов человек к 2017 году. И при наличии в городе 260 тысяч койко-мест. Да? То есть вот, собственно, инфраструктура. Большая это или инфраструктура, или маленькая? Для России большая. После Олимпиады Сочи будет благоустроенным, интересным и удобным городом. Уже сейчас, если коллеги там бывают, они могут подтвердить, что там качество развязок или качество работы, доставки из аэропорта в центр Сочи через Аэроэкспресс современное, то есть это современный уровень. И понятно, что все эти задачи, о которых Владимир говорит, они большие, но они все решаемы. И я думаю, что наша общая задача, как патриотов своей страны, поддержать добрым словом Сочи. Действительно, оценка эффекта или влияния такого рода мероприятий на город – дело очень сложное, потому что всегда это соотнесение затрат и выгод. Причем затраты мы и выгоды смотрим в комплексе, сопоставляя и материальные, и социальные эффекты. Город достаточно резко насыщается мощностями, и транспортными, и инфраструктурными, коммунальными и так далее. И это не только решение сиюминутных проблем, но это и закладка, так сказать, основ для развития в будущем. Практически везде создаются мощности инфраструктурные, которые удовлетворяют насущные проблемы, плюс некий резерв, который позволяет в дальнейшем делать вот такой рывок развития города конкретно. Экономическое развитие и вообще всплеск такого строительства, инвестиционный бум приводит, естественно, к улучшению для города конкретных показателей. Это рабочие места, это налоги, это повышение доходов городских. Но понятное дело, что это не только плюсы, всегда это надо рассматривать еще и в контексте того, о чем коллеги говорили, последующих эффектов. Например, если мы говорим о рабочих местах, то опять же есть такая информация, в среднем по городам, в которых были Олимпиады, говорилось, что на постоянной основе после завершения Олимпиады сохраняются примерно 10% рабочих мест, созданных к Олимпиаде. Это проблема, это вызов, потому что остаются люди, которые сюда приехали, не все они временно приехали, кто-то рассчитывает, так сказать, закрепиться. Эту проблему надо решать, и таких проблем достаточно много, включая то же самое использование объектов олимпийских. Самым классическим направлением использования объектов является перевод этого в какие-то, так сказать, жилые массивы, в общежития, передача университетам и так далее. Иногда это демонтаж каких-то мощностей, в том числе спортивных сооружений. В любом случае это должна быть очень серьезная, продуманная, комплексная программа. И в ряде городов, которые проводили Олимпиады, исторически это были проблемы. Потому что, анализируя опять же историю, вспоминая практику проведения Олимпиад в Мюнхене, в Монреале, они признаны финансово не то что совсем неудачными, но проблемными.
И в этом смысле есть альтернативные примеры. Ну, самый классический пример – это какая-нибудь Барселона, там, которая действительно после проведения Олимпиады продемонстрировала вот наличие такого комплексного подхода, действительно смены там экономического профиля города, который стал из такого достаточно промышленного, действительно комплексно развитым городом с сильно развитым туризмом, где вот сфера, скажем, туризма и бизнес-туризма и такого как бы обычного туризма для рядовых граждан, она после Олимпиады с течением времени увеличила доходы в бюджет города в 2 раза примерно. То есть вот это как бы такая классика взвешенного комплексного подхода.